Доброе утро, Стоп-Гейм! В эфире Инфакт. Догоняя вчерашний выпуск, босс Take-Two Штраус Зельник еще немножко цитат накидал в сопутствующих вчерашним заявлениям интервью. Например, на вопрос ведущего с телеканала CNBC о точности окна выхода GTA 6 осенью 2025 Зельник заявил, цитата, в индустрии случаются вынужденные переносы, у нас нет против них иммунитета, но мы сузили окно релиза, потому что вполне уверены в этих сроках». Конец цитаты. А на вопрос о новинках для серии в новой части, босс Take-Two выкрутился с ссылкой на уже вышедший трейлер. Дескать, пересмотрите, может там чего отыщете. Босс Kojima Productions Хидео Кодзима собственной персоной тоже выдал новых сведений о горячо ожидаемой игре его производства. Сделал он это в рамках одной из последних радиопередач со своим участием. И заявляет Кодзима, мол, оригинальные английские актеры уже озвучены, а их движения специальными аппаратами захвачены. Что означает, что игра уже перетекла на стадию полировки. В ближайшем будущем команда будет заниматься отладкой геймплея, темпа повествования, управления и так далее, а займет этот процесс примерно год от сих. А это значит, что сиквел Death Stranding можно ожидать к релизу уже когда-то в следующем году, но эксклюзивно для PlayStation 5. Видимо, день такой, но и создатель Undertale, и постепенно выходящий, но пока что нет, Deltarune, тоже решил поделиться комментариями касательно идущей разработки. Deltarune, согласно замыслу его автора Тоби Фокса, разделена на 5 глав. Первые 2 уже вышли и доступны бесплатно, 3-я и 4-я выйдут синхронно, а релиз 5-я знаменует и релиз всей игры целиком. При этом уже после 4-й у игры появится ценник, потому что разработка долгая, а кушать хочется. Много цифр, сложно, понимаю, но вот так. 2 года новостей о ходе разработки не было, но вот буквально чуть более суток назад вышел большой блок о прогрессе. И прогресс, по словам Фокса, налицо. Дело пошло резвее и, цитата, «лучше, чем когда-либо. Мы на пути к тому, чтобы успеть к внутреннему дедлайну 4-й главы». Конец цитаты. Поспособствовали этому улучшению новообретенные работники студии. На этом настоял новый продюсер проекта, чтобы как-то ускорить процесс создания, а игра вышла, опять цитата, «до того, как все причастные состарятся и покроются морщинами». Ближайшие планы разработчиков следующие. Дорисовать горсть кат-сцены и доработать уже имеющиеся, улучшить драки с боссами, все атаки уже готовы, создать около 10 карт и отполировать часть готовых, закончить фишечку, для нее проработаны практически все итерации, для Фокса фишечка это что-то похожее на этап с каруселью чашки из 2-й главы, и сгладить все шероховатости, когда наполнение главы будет готово. Сделать все это команда намерена к следующему такому апдейту, когда бы он не случился, а после часть разработчиков будет переброшена на создание финального 5-го эпизода. Как говорится, теперь официально. Студия Shift Up, совсем недавно порадовавшая нас приятным не только глазу экшеном Stellar Blade, отчиталась перед своими инвесторами, и эти комментарии стали публичными. Оттуда стало известно, что продажи у игры хорошие и даже превосходящие ожидания, будущие релизы студии планируются каждые 2-3 года, хотя производственный цикл составит от 4 до 5 лет, и это будут мультиплатформенные AAA игры, ПК-версия Stellar Blade, а также различные дополнения к игре, в числе которых могут затесаться и кроссоверы с другими франшизами, и даже сиквел тоже в планах компании. Следующий большой проект команды — это Project Witches, Ведьмы, игра для ПК, консолей и телефонов, вероятно, что-то фри-то-плейное и в духе Genshin Impact. Ее запуск планируется в 2027. К скорому запуску, или можно даже сказать перезапуску, готовится мультивселенский файтинг от Warner'ов Multiversus. В период открытой беты он вроде как успел пошуметь, народ побаловался, но как-то быстро и остыл, а затем бету и свернули. Вот 28 мая игра готовится к запуску полновесному и полноценному сразу и на ПК, и на консолях с кроссплеем и кросс-прогрессом, еще и фри-то-плей. Ростер персонажей закономерно расширился, и, например, в свежем релизном трейлере отдельный акцент сделан на появление Джейсона Вурхиса из Пятницы 13 и агента Смита из Матрицы образца оригинальной трилогии. Я вам так скажу, все это уже было в Fortnite. Live by You, которая грозилась выйти в ранний доступ уже в начале июня, снова отложена. И на этот раз на неопределенный срок. Заместитель директора Paradox заявил, что игре потребуется больше времени на производство, и новый срок с новыми обещаниями компания давать не готова, так что как будет, так и скажут. Проклятие обзоров Эльманов действий. А вот Hellblade 2 выходит в релиз уже сегодня в 10 утра по Москве, и, видимо, кто-то пнул Microsoft, раз релизный трейлер все-таки выпустили, хоть и всего за день до. Однако это буквально второй трейлер игры после анонсирующего. Освещением проекта занималась лишь сама Ninja Theory, выкладывая дневники разработки. Причина неясная. При этом прессе и блогерам выдали ревью-копии, но эмбарго спадет лишь в момент релиза игры, и это дурной знак. Либо спасаются от спойлеров. Из того, что известно доподлинно, Hellblade 2 —
это прямой сиквел, главной героиней снова станет воительница Сенуа, звук все так же на главных ролях, а геймплей все так же на ролях вторых, позади сюжета и чувств, вызываемых игрой. Открытого мира не будет, игра линейная и лишь разбавлена битвами и загадками. А еще отмечается, что она очень хорошо смотрится на 5-й Unreal Engine. В общем, тех же щей, да погуще налей. Посмотрим. И, кстати, посмотрим в прямом эфире сегодня на нашем Twitch-канале. Заглядывайте. А расписание стримов, как и ворох свежего контента от наших авторов, ищите на нашем сайте stopgame.ru. Там Кирилл Волошин, например, поделился своим мнением о новенькой стильной метроидвании Animal Well. И свежий кек от енота-крусадера, если пропустили, наверстайте. Доброго дня!